Друзья, всем привет! Сегодня видео из рубрики «Очарование и разочарование месяца». И сегодня я покажу орхидеечки, не только которые меня очаровали, но и еще по многочисленным просьбам орхидеюшку чертика уже в своем первом цветении в новой посадке. И, друзья, орхидею его собрата Арлекино. Еще у нас сегодня только будут положительные эмоции. Разочарования у нас не будет. У нас только будет очарование, потому что сегодня праздник. И сегодня я хочу, пользуясь случаем, поздравить дорогих подписчиц и зрительниц нашего канала с этим прекрасным весенним праздником. И пожелать вам всем, мои дорогие, долгие годы цвести, как вот эти вот роскошные орхидеечки на заднем плане за моей спиной. Всем вам добра и здоровья. Ну, а мы перейдем к обзору, раз, два, три, 4 очаровательных орхидей, из которых 2, одну вы сейчас видите, вот она, а вторую вообще еще пока ни разу на канале не видели. И, конечно же, будет у нас чертик с Арлекином. Это просто орхидеи, которые взорвали прошлый год. То есть они стали не только моим очарованием, хотя, друзья, когда эта орхидеечка в прошлом году меня сперва разочаровала, а я когда показал ее в первом цветении, я что-то был, знаете, как-то неожиданно в шоке от ее внешнего вида. Она действительно необычная. Она бабочка, между прочим. А когда ее увидели вы просто взорвали эту вот эмоции и мои, и других, которые просто написали: да это просто супер орхидея. А я, между прочим, хотел с ней расстаться, но когда действительно пригляделся к ней, она обворожительная. И кто ее еще не видел, вы сейчас в этом убедитесь. Так, друзья, первая у нас сегодня в обзоре вот эта вот интересная орхидеюшка. Это, друзья, бабочка. Вот в таком вот она окрасе, неоновая серединка, желтый основной у нее окрас. И, как знаете, у жар птицы у нее из середины вот такие вот немного, знаете, бордово-красные, что ли, разводы, как такой своеобразный румянец. Посмотрите, какая она интересная. Чем-то, знаете, по периметру вот этих вот лепесточков вот так вот как будто макнули желтую бумагу в лиловую краску. Видите, вот такие вот разводики. Это на самом деле мультифлора. Вот такое вот. Это ее первое цветение. Купил я эту орхидею, по-моему, в прошлом году. Она пришла мне с сухим цветоносом. То есть понять, как она цветет, как она выглядит, не представлялось никакой возможности. И вот сейчас она в этом первом своем цветении выдала один такой, точнее два, друзья, цветоноса. Один крупный, вот на такой вот виноградная гроздь, вот таких вот бабочкообразных цветочков. Посмотрите, какая прелесть. Интересная, солнечная такая, прям вот по-весеннему нарядная орхидея. Вот. Она у меня так пока и растет в транспортировочном горшке. Я ее не пересаживал. Как есть в амхе, так она и растет. Вот такая вот, друзья, красотка. Называется она... сейчас я возьму. Ага, то есть здесь у нас вот название ее прилипло к корням Сого-Готrekс Вар-Сити. Вот такое вот название. Это подпись бирочки непосредственно из оранжереи, тайваньской оранжереи. Сого Фаленопсис, Сого-Готрекс Вар-Сити. Это, друзья, бабочка. Когда раскрывается цветочек, он такой прям,
яркий, видите, яркого такого окраса. Ну а потом со временем он начинает такой немножко становиться блеклым. Вот. Но это не умаляет ее красоты. Орхидея такая очень и очень красивая. Смотрите, сочная, яркая, ну, праздничная. Так, это первая сегодня красотка. Очаровашка отставляю в стороночку. И теперь хочу показать орхидею тоже в первом своем домашнем цветении. Брал ее прям маленькой, клопом, вот таким вот, прям совсем малявкой. И вот она наконец-таки раскрыла свой первый цветок. Это крупноцветковая бабочка, вот такая вот крупная. Смотрите, какая она обалденная. Само сочетание розовых вот этих боковых, вот что ее делает необычной, вот это вот сочетание. То есть, как будто, знаете, вот из двух разных орхидей ее слепили. Она меня этим и подкупила, когда я увидел на картинке садовника вот эту вот орхидею. Я, честно говоря, прям был изумлен. Знаете, как будто взяли орхидею «Звездное небо» или орхидею «Легенда». Есть такая орхидея пестрая, как Magic Art. Оторвали у той орхидеи два боковых лепестка и приклеили два лепестка от розовой, просто однотонной розовой орхидеи. То есть, смотрите, она, ну не знаю, она вот как будто вот из двух разных орхидей слеплена. Посмотрите, какая прелесть. То есть, это ее делает ее индивидуальной, то есть, подобных окрасов вот именно орхидей, ну не знаю, я не могу припомнить, чтобы так вот основная часть орхидеи, вот эта вот задняя, была вот такая пестрая, как у Magic Art. Как у орхидеи, какие еще, Минск, да, Легенда, Magic Art, Звездное небо, в общем, много таких орхидей. И вот так вот раз-два лепесточка розового цвета, совершенно не вписывающиеся, скажем так, вообще в окрас этой орхидеи. Единственное, что их объединяет, это вот эта вот губа с розовыми, такими же розовыми, смотрите, усами. То есть, ну вот очень своеобразная и необычная орхидея. Я сейчас смотрю на экран камеры и вот радуюсь тому, что как у меня теперь есть возможность снимать вам в хорошем качестве, прям вот так вот вблизи, вот эту вот всю красоту, чтобы вы могли рассмотреть. И, кстати, вот эти вот места темные, вот эти свекольные, что ли, да, они, знаете, немножко фактурные, то есть они выпуклые. Вот эти вот места очень-очень такая интересная. Называется это, друзья, орхидея. Не знаю, тоже здесь не получится вытащить. Потому что тоже здесь корень пророс. Называется это орхидея Fangmei Black Piano. И вот номер, вот такой вот номер, то есть вот такое название у этой орхидеи. Вот такая вот она красотка, и она меня просто очаровала. Вот, это тоже бабочка орхидея, фаленопсис бабочка. И она еще не до конца раскрылся у нее бутон, то есть сам цветок еще не до конца раскрылся. Это ее первое домашнее цветение. Вот такая вот красота. Она просто сказочная, прям вот космическая. Как будто вот ее искусственно кто-то взял и склеил из двух разных орхидей. Обалденная. Так, ну вот две очаровашки этого месяца. И теперь, значит, наши орхидеи, покорившие, ну, прежде всего вас, а уже ваше мнение, скажем, разбудило и мой интерес к этим орхидеям. Вот, друзья, вот такой вот орхидея Арлекино, я его называю. Название у этой орхидеи, конечно же, не такое, как я говорю, а вот она такая вся пестрая. Это тоже бабочка. Это сегодня у нас все бабочки в обзоре. Это все бабочки. Все 4 орхидеи будут бабочки. И вот это вот тоже мультифлорного цветения, она как будто вот прям, знаете, из такого качественного пластика сделана. Это орхидея. Это Yaffan Star Diamond 662. Вот ее название. Yaffan
Star Diamond. Вот такая вот, друзья, орхидея. Она очень-очень своеобразная, интересная. Вот как будто, знаете, еще она мне напоминает почему-то что-то такое, знаете, какую-то опасную лягушку тропическую. Знаете, такие есть окрасов, предупреждающих, ярких таких предупреждающих, что не трожь меня, не ешь меня. Вот и это тоже такой, знаете, орхидея Арлекин. Такая пестрая. Очень такая вот она, ну не знаю, как будто вот ее сделали из пластика. Она прям твердая, друзья, она прям такая твердая, своеобразная орхидея, свекольно-желтая. И вот видите, защипы на боковых лепестках. Яркая такая лимонная цедры окрас губы. Горлышко туда к корешку язычка. И вот здесь вот, где защипы, тоже такая вот желтизна. Издалека она такая вот полосатая, интересная, такая вот прям, ну, классная орхидея. Так, ну и, конечно же, друзья, орхидея, поразившая, ну, я даже сказал, не сотни, а тысячи зрителей нашего канала. Это вот орхидея чертик. Так, она пересажена в пол-литровый мерный стакан. Обычная кора мелкой фракции. На дне керамзит, маховой фитиль. Орхидея чертик. Встречайте. Вот такая вот она. Какая-то она, как знаете, по фактуре похожа на каменную розу. Какая-то вот прям вот черный у нее. Это, наверное, первая орхидея, которая в окрасе своем имеет вот такой вот прям черный цвет. Потому что больше такого прям вот именно черного, угольного, как будто, знаете, листья попали под солнечный ожог. Когда, знаете, после солнечного ожога листья чернеют, да, прям черные. Вот такие вот лепестки с черным окрасом, переходящим вот в такой вот темно-темный, с такой, знаете, какой-то, я не знаю, прям окрас очень, ну, не вишневый, даже не черешневый, а прям темной свеклы, что ли. Вот такой вот чертик, который покорил многих зрителей нашего канала. И я действительно всмотрелся в эту орхидею и понял, что да, она очень красивая, она очень необычная, и решил оставить ее в своей коллекции. Так, мешают нам эти орхидеи. Вот. Решил оставить ее в своей коллекции. Этот микроб я почему-то представлял, и на картинке у продавца он как-то, знаете, цветок выглядел более крупным. Я, собственно, поэтому его и купил. Мне казалось, что он, ну, раза в 2, как минимум, крупнее. Вот оказался вот такой вот он маленький. Но это, наверное, и подкупает. Посмотрите, какая фактура у него интересная. Издалека он действительно кажется чертиком таким. Глазки, все вот эти вот рожки, все дела. То есть орхидея очень, вот, посмотрите, особенно вот это вот личико чертика. Вот, бородка, все, ротик, носик, глазки и вот эти вот рожки-усики. То есть такой вот рожки-ушки. Вот, щечки. В общем, все дела. То есть вот такой вот красавчик. И смотрите, какие черные бутончики. Черные бутончики. Вот такой вот он. С зализанными назад. Так, название. Просили название. Это тоже ради чего, собственно, я и снимаю это видео еще. Слезно просили название этой орхидеи. Ну вот, смотрите. Сога Готрис. Я сейчас постараюсь вытащить название. И чтобы вы посмотрели прям на фоне цветка. Ну вот, друзья, название этой орхидеи. Сога Готрикс, Тайда Перл Блэк ES. Вот такая вот орхидея.
То есть в скобках вы видите, что Sogo Gotrix-Tide Pearl это вот две орхидеи, которые скрестили, и получился вот такой вот интересный красавчик. Вот. Black ES 1. Все, друзья, вот такой вот сегодня очаровательный обзор очаровашек. Это все орхидеи, которые меня действительно очаровали в этом месяце. И их праздничный обзор. Вот, посмотрите, как они друг друга дополняют. Один чертик, второй вот орликин. Вот такой вот орликин. Два красавчика. Обалденных. Два обалденных красавчика. Кстати, о скрещении, значит, здесь тоже у нас Sogo Gotrix, да, и в этой орхидее из родителей тоже присутствует Sogo Gotrix. В общем, друзья, вот такие вот сегодня очаровашки. Всем, друзья, хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока!